Сад Сириакал. Приветствую вас во втором выпуске видеобесед о сикхи, о традиции сикхи или сикхизм. Я рекомендую вам посмотреть первый эпизод, если вы его не смотрели. На всякий случай я вам скажу, что я ни в коем случае не пытаюсь в серии этих видео, кто бы вы ни были, выступать для вас лично образом какого-то учителя жизни, учителя о том, как жить. Не стараюсь подменить ваши собственные авторитеты моими собственными авторитетами или самим собой. Здесь, в серии этих видеоэпизодов, мы будем с вами изучать сикхи, сикхизм, беседовать о нем. Очень интересным образом мы будем освещать неосвещенные моменты, интересные темы, и не будем очень много застревать, назовем это так, в некоторых википедийных определениях информации. Но только там, где это необходимо. Все же я начну с того, что дам вам некоторое видение о том, что такое сикхи или сикхизм, поскольку, как я уже сказал в предыдущем видео, целевая аудитория – это абсолютно незнакомый человек, которому такая тема стала интересна. И он хочет получить более объемное представление или какие-то альтернативные взгляды. Вы, если зайдете в Google или в Яндекс, или еще какой-то браузер, который есть в вашей стране, не браузер, а поисковую систему, и вобьете, что такое сикхизм. Что такое сикхизм? Вы увидите, что это религия, основанная Гуру Нанаком в 15 веке. Было 10 сикхских гуру. 10-й гуру решил, что все, не будет больше гуру, будет Сири Гуру Грант Сахиб. Текст, да, священный текст будет гуру теперь. Он будет живым гуру. Угу. Такая-то история, такие-то моменты. Сикхи носят бороды, да, то, что отличает сикха внешне, то, что он носит тюрбан или какое-то покрытие на голове. Если мужчина, есть борода, есть кара, есть иногда кинжал. В Индии, если, да, за пределами Индии реже встречается, но в Индии есть 5К, кеш, качера, кирпан. Все это дело есть. Есть золотой храм, популярное место. Люди, когда ездят в Индию, в паломничество духовное в Индию, посещают там Амритсар, золотой храм, красиво. Есть там водоем. Да, вот можете это посмотреть, у вас может сложиться картинка. Можете посмотреть еще какие-то видео, доступные. Может быть, есть что-то на русском языке в Ютубе, есть что-то на английском языке там побольше, да. Вы все это можете посмотреть. Вы можете сложить такую картинку, если вы еще для себя ее не сложили и никогда про это не знали. То есть вы можете объективизировать ваше представление путем вот такого рода изучения, такого простого, там 2-3 минуты будет понятно. Я хочу начать со следующего. Сикхи, сикхизм, я думаю, как и многие традиции, как и многие религии, можно условно для удобства анализа разделить на две части. Первая часть – это периферийная часть. Периферийная. То, как это выглядит. То, как это практикуют люди. То, как люди об этом думают. Просто такое относительно невовлеченное представление. То есть сикхизм, основанный на таких вот периферийных наблюдениях, без собственного погружения туда.
И вот такой сикхизм я и называю тоже сикхизм. Религия сикхизм. Когда мы говорим про религию сикхизм, когда я использую слово сикхизм, я имею в виду часто действительно такое периферийное, религиозное, мейнстрим, распространенное проявление сикхизма. Когда я говорю про сикхи, знаете, слово сикхи, когда говоришь на русском языке, оно воспринимается как, вот есть последователь религии сикхи, да, и сикхи, значит, их много, сикхи, да, но сикхи это и есть название традиции сикхизм, оригинальное. Сикхи, сикхия, гурвичар, сикхи. Да, это название традиции. Когда я говорю про название традиции, я подразумеваю подход сущностный, подход внутренний, подход практичный. Так я для себя это разделяю. Иногда люди спрашивают, а насколько вот, серьезно, как вы думаете, надо вот, называть традицию? Вот, все-таки, как она реально называется в текстах вашей традиции? Или вот можно все-таки сикхизмом называть, да, вот сикхизм, как с буддизм, как там, зороастризм, не знаю, вот нормально изм или нет? И я не вижу никакой ритуальной проблемы в том, что не так назовешь, там какая-то карма ухудшится, нет. Я просто, когда это таким образом анализирую, я подвожу к тому, что, ну, не просто, знаете ли, как корабль назовешь, так он и поплывет, но э, сикхизм это вот это. Люди, которые там баюкают Сири Гуру Грант Сахиб еще в колыбельниках, в кровати, там есть названия духовные у этих вот всех предметов, там носят, укладывают спать, пробуждают, как ребенка, да вот с утра там, да. Вот это я называю сикхизмом, я называю, да, в серии этих видео. А под сикхи я имею в виду нечто другое, именно вот именно традицию, которая основана. Под сикхи я имею в виду традицию, которая основана непосредственно, напрямую, на как минимум попытках координироваться вокруг совестного и восприимчивого изучения непосредственно текстов традиции, того, что писали ее основатели, что они туда вносили, что они туда писали, что они туда вносили. Может возникнуть закономерный вопрос, а что? Неужели сейчас вот все эти прекрасные бородачи, да, тюрбан уходит в космос, борода там в подземные миры, такие классные ребята, неужели вот, ты хочешь сейчас вот сказать, что получше понимаешь, чем они? Да? Ну, вы знаете, то, что написано в Сири Гуру Грант Сахиб, да, и то, что делают люди даже вот в главных местах, которые ассоциируются с сикхизмом, действительно часто в некоторых аспектах не сходятся, противоречат друг другу. Это замечаю не только вот я, да, что заметил. Я это заметил давно. Мало ли, может, мне показалось. А оказалось, что не показалось. Оказалось, что сами сикхи, и индийские, и неиндийские сикхи, то есть те, кто не живут на территории Индии, они тоже эти моменты признают. И говорят, ну да, это есть такая ситуация, что ты заметил. Тоже наша молодежь, собственно, индийская, сикская, она спрашивает, а как же так, вот не сходятся, да, как бы 2 плюс 2 никак 5 не получается. Может быть, мы не так считаем, да, как-то, да, ну, не знаю. Но правда, 2 плюс 2 это не 5 и не 6, а 4. И это так было всегда. Да. 4 как вот ножки у стула, 4. Ровно так. Это то, что я хотел сказать.
когда мы говорим сикхи, мы имеем в виду вот такую внутреннюю составляющую. Да? И это будут беседы о сикхе. И о сикхизме тоже. Мы будем с вами говорить об этих всех темах. То, с чего я начну. Центральным символом сикхи является символ Ик-Оанкар. Я его куда-то приложу. И у меня даже есть записанное видео, где я его так вот анализирую. Да, со слайдами, скриншотами, цитатами. Несмотря на то, что этот символ Ик-Оанкар несет в себе послание и единство человечества на духовном уровне, да, некие темы, тезисы равенства, темы единого Бога, единого в каком смысле? В том, что Он сам из себя создал все, и Он сам собой пребывает, да, внутри каждого человека, внутри законов природы, внутри законов совести, всего этого дела. Да, Он распростерся во все и играет в такую игру, да, самосокрытие. Эконкар, единство, эко-гуру, эко-бани, эко-шабад-вичар, или мог сейчас ошибиться в цитате, эко-бани, эко-гуру, эко-шабад-вичар. Да, вот. Единство. В Сири Гуру Грант Сахиб, в священном сикхском тексте, находится особенность сикхского текста, да, вот этого центрального и единственного, по моей оценке. Мы с вами поговорим про другие тексты обязательно. Я думаю, что, может быть, появятся люди, которые добавят также что-то и про другие тексты. Я тоже этого коснусь, но обо всем по порядку. Сири Гуру Грант Сахиб, утвержденное священное сикхское писание, которое стоит во всех гурудварах, которые, в наиболее понятном эквиваленте, это сикхские храмы, там есть гурудвар. В Сири Гуру Грант Сахиб были самими сикхскими гуру включены произведения людей из других традиций, из суфизма, из индуизма, еще откуда-то. Беспрецедентный случай. Да? Вот эко-руп сагало пасара, что одна эта сущность распростерлась во все, да, она присутствует практически, да, то есть практически присутствует. Когда гуру Гобинд Сингх, 10-й сикхский гуру, основал Кальсу, или орден Кальса, тоже можете почитать про Панч Пьяри. В том числе в том телеграм-канале, на который я вам сошлюсь, это мой телеграм-канал, где сказано, что гуру Гобинд Сингх, когда он учреждал орден Кальса, он посвящал первых сикхов. Это были 5 сикхов из разных каст, из разных регионов Индии. Панч Пьяри, 5 возлюбленных. И он, гуру Гобинд Сингх, да, в сложные военные исторические времена в Индии, 1698 год, вот это до начала 17 века, получается, конец, понимаете, 17 век, это не начало 17 века, да, конец, получается, 1698, начало 18-го. Он объединял людей, да, что нужно нам объединиться, чтобы оказать сопротивление агрессору. Давайте мы объединимся. Да, вот. Тема единения в сикхи, она очень сильно, в общем-то, фигурирует, скажем так. Но, как бы ни было удивительно, есть разные сикхские течения. Реально разные. И у них кое-что вот по-разному, да, обстоит. Основное сикхское течение, наиболее распространенное, да, это течение, которое курируется Широмани, Гурудвара, комитет, SGPC называется. Это вот они в Индии. SGPC.
Это вот основное направление, да, у них это классический вот сикхизм. Классический сикхизм, который вот есть со всеми его там нюансами. Есть сикхизм, такая ветвь, секта сикхизма, как Намдхари. Это сикхи, которые верят, что, в общем-то, никакая линия физических гуру не прервалась, она есть и сейчас. У них уже есть 16-й сикхский гуру. У них там свои есть некоторые представления о прекрасном. Они строгие вегетарианцы, что не является в сикхизме чем-то таким. Вот, да. И Гурбани тоже, оно не призывает к вегетарианству и даже несколько иронизирует священный текст Сири Гуру Грант Сахиб, иронизирует над спорами, да, такими кровавыми, о вегетарианстве. Там, есть, не есть, там, да. И указывает, ну, в общем, есть эти моменты, их можно отдельно как-то обозреть, да. Есть Намдхари, такая секта. Есть сикхи, которые более, таксали сикхи, если я сейчас ничего не путаю, по-моему, я не путаю, или дами таксали сикхи, которые, у них есть особый вот некий нажим на гуру Гобинд Сингха, на 10-го гуру, и на то, что они понимают под его учением. Если вы посмотрите, например, на историю 1984 года, операция «Голубая звезда», Сант Джарнаил Сингх Пхиндравали, да, вот он, насколько я, скорее всего, не ошибаюсь, он как раз из таксали сикхов, у них есть определенные вот взгляды, связанные с Гуру Гобинд Сингхом, и особый вот нажим на это, да, есть. Есть Удаси. У Гуру Нанака, основателя сикхизма, был сын Шри Чанд, который, воплощал, скажем, по крайней мере, если посмотреть даже на вот эти портреты, рисунки, вот абсолютную противоположность Гуру Нанака. Это был большая тема, я скажу емко, суммируя всю информацию, которая есть даже на русском языке. У нас вот на русском языке эту тему достаточно глубоко, причем так глубоко, как ее и не найдешь, особенно даже на английском языке часто, тему Шричанда, линии Шричанда, обозревает востоковед Максим Демченко. И очень хорошо ее обозревает. Детально достаточно. И это тоже большая линия для анализа, но я вам, опять же, отвечу вот в рамках Гурбани, в рамках строк Гурбани, что Шричанд, его линия, она тоже является несколько отколовшейся и конкурирующей с Гуру Нанаком. То есть сын Гуру Нанака очень хотел стать его наследником, но он не стал его наследником. Гуру Нанак передал все наследство Севу Гуру, да, передал службу, да, нести службу Гуру другому человеку, который известен как Гуру Ангад. Вот. И Удаси, они и Веды, и Сири Гуру Грант Сахиб, и вера в индийских божеств, и есть там свои трактовки и понимания. Есть вот это течение еще. Есть Ниханги, да, это военный такой орден, они тоже почитают Гуру Гобинд Сингха, причем есть Ниханги разные, там разные ордена, есть Ниханги, которые друг с другом там, в чем-то очень сильно не согласны, которые говорят, это вы там, ваша линия вообще никому не восходит, вы все это придумали, это ложь, сказки, басни, а вот это восходит, они, может быть, обе линии не восходят никуда, да. Есть какие-то свои там тоже наследственные течения у них, проблемы или конфликты там по линиям передачи учений тоже. У них есть своя еще там жизнь, да, у них есть своя марьяда, да, отдельная, со своими правилами, кодексами, и представлениями снова прекрасно. Все это выглядит как единый сикхизм с периферии, но внутренне все как и в обществе людей, да. Много разных несогласий, много противоречий. Есть там люди там и дерутся друг с другом иногда, и убивают друг друга, и режут друг друга. Такое все есть, да. Эти моменты, они есть. Вот.
Есть сикхи, которые, ну вот вообще они просто вот как бы, знаете, как родился, где родился, там и пригодился. И так хорошо, и так пойдет. Привык человек тюрбан надевать с детства, ну, привык. Вот, привык, что нужно к гурудвару там покланяться. Никогда он не вникал, что там звучит с этих, в этом киртане сикском, да, в сикском вот, богослужении, что-то слова там вообще сказаны, что это все означает, да, о чем это все. Ну, в общем, понятно, ну, так не вникают, да. Такой еще тип сикхов есть, да. То есть ни туда, ни сюда, ну хорошие просто люди, да. Вот не значит, что человек плохой, если он ни что не вникал. Бывают люди, сики я тоже уже смотрю, я, знаете, за одним человеком, и понимаю, что вот, ой, сейчас, ну вот бывает, даже в Ютубе иногда нахожу какой-то англоязычный подкаст сикский, и там человек, там уже дедушка, да, рассказывает, что про сикизм, у него спрашивают, и я слушаю, думаю, ну что, ну оно же вот, оно же вот так вот, а не так. Вот, это он, вот, блин, опять он тоже пересказывает вот эту историю, а она там была не так. Да. Но я понимаю, что великолепный человек, он очень много сделает полезного миру, да, он реально вот, ну, вносит такой невероятный вклад в социальный, в жизнь просто людей. В частности, я имею в виду один подкаст, я думаю, что его предложу. Это сик из Британии. Они там борются, скажем так, с проблемами исламизации. И не то чтобы исламизации какой-то, а вот определенного насилия, да, и там похищений, да, детей, девочек вот в Англии вот этими всеми структурами из Пакистана, какими-то людьми, и проблемами вот этими, с которыми даже полиция не может разобраться никак, там полный беспредел, да, и вот этот СИК, он вот решает все эти вопросы. И, ну, конечно, ну вот, чтобы вы понимали, когда вы смотрите эти видео, у меня нет никаких вот таких вот заскоков, я это все понимаю. То есть, тут с сикизмом есть сложная образовательная ситуация, но порой люди настолько хорошо понимают, и таких сикхов тоже значительное количество, самые базовые принципы свои, да, и настолько их как бы эталонно реализуют, что ну, даже неловко что-то уточнять, там, спрашивать или как-то, знаете, слушайте, а вот тут немножко вот не так, да, на тебя, да, вот так вот. Ну, понятное дело, да, то есть мы вот таким тоже здесь не занимаемся, да, вопросами, такими вот. Это просто было сказано. И есть еще группа сикхов. Я не могу назвать это течением, у меня не поворачивается язык назвать это каким-то течением, какой-то ветвью, да, но специфика, да, вот есть специфика, которую я могу выделить, и я сам отношусь к этой группе сикхов, которым я сам дал название. Я дал название Ади Гранд Пурист. Ади Гранд Пуризм. Это такое, знаете, словосочетание, которое часто используется в несколько раз даже осудительном ключе, потому что некоторые представители этого течения, то, что люди выделили как течение, хотя это никакое не течение, вот люди просто хотят, знаете, вот дайте нам просто Сири Гуру Гранд Сахиб, и давайте мы отойдем, что вы там понапридумывали. Вот это все придумывают, хотят, вот, знаете, обуздать всех, да, вот, всех повязать в какую-то религиозную историю. Нет. Дайте нам просто Сири Гуру Гранд Сахиб, давайте вот есть лучшие умы наши, да, и мы сами давайте будем в этом разбираться и на этом строить сикхи и сикхизм. Вот марьяда там, весь там какой-то внешний вид, да, еще, вот дайте нам вот сущностное основание, да, неужели есть сикхизм, да, это там бороду не стричь, да, всю жизнь, да, и тюрбан носить на голове, да, что и все, ну и все, да, что так получается, может сикхизм, да, застрять в бороде, в тюрбане, да, и не дойти ни до ума, ни до сердца никогда, вот застрять где-то здесь, застрять. В чем особенность Ади Гранд
или Ади Гуру Грантх Пуризма. Да, в чем этот термин заключается? Если очень просто еще так сказать, да, иногда таких, как я, людей называют ревизионисты. Такой человек, был человек один, он меня так назвал. Причислил к такой группе. Я такой, ой, я не знал, что оказывается, вот обычная попытка просто понять, все-таки какой-то минимальный фундамент, да, вот, просто в нем очень хорошо разобраться, да, сквозь все вот общие верования, представления, в которых есть некоторый вопрос, оказывается, вот это все ревизионизм презренный, да. Ну, вот так вот, да, то есть вы так тоже можете меня классифицировать. Может быть, вам будет так чуть более понятно, более просто все воспринимать. Особенность таких сикхов, которые являются сикхами Гуру Грант Сахиба, заключается в следующем. Такие люди, к которым я, собственно говоря, сам принадлежу, и к которым принадлежат, соответственно, мой как бы сангат, да, то есть сикхи, у которых я учился, и люди, с которыми я тоже делюсь информацией и общаюсь, и которые разделяют мои взгляды, вот не мои именно собственные, да, взгляды, но вот такой вот взгляд в целом, да. Ведь такой взгляд, понятное дело, что он никому не принадлежит, просто вот есть взгляд, да, и люди его обнаруживают, что вот это наиболее разумно, например. Ну, для них, да, так разумно, так совестно, так надежно. Их всех отличает следующее. Первичным и единственным источником сикхи и сикхской практики должен быть Сири Гуру Грант Сахиб. Все остальное, кроме жизни и изучения медитации, да, я врачу, на Сири Гуру Грант Сахиб, все кроме этого, все, что с этим не согласуется, все, что вот с этим как-то не вяжется. Или, я вам скажу даже проще, все, что не идет в одну ногу, скажем, с Сири Гуру Грант Сахиб, то есть сикхизм, который все что угодно, но не Сири Гуру Грант Сахиб, вот это все является вторичным. Марьяда. Марьяда – это определенное предписание сикху как-то жить. Столько-то вставать, столько-то текстов в день читать, так-то нужно хоронить вот себя, других, там, так-то надо. Вот это прописанный вот свод правил. Так-то нужно выглядеть, так-то нужно вот это, да. Еще что-то. Вот все это является либо вторичным, либо полностью отбрасываемым такими сикхами. То есть вот есть священное писание, которое оставили сикхские гуру. Давайте его изучать, исследовать и смотреть, что у нас получится. Как кто-то выглядит, длинная ли борода, есть тюрбан, нет тюрбана. Все это вторично. Встает ли человек в 4 утра в так называемую Амритвеллу или не встает, читает он тексты какие-то в день или нет, повторяет ли он вахи гуру или нет. Вторично, либо полностью отбрасываем. Главное, насколько человек способен понимать Сири Гуру Грант Сахиб, насколько в нем есть этот интерес разобраться, насколько в нем есть огонь жить в соответствии с этим знанием и в себе его развивать, притворять в жизнь и делиться им миром. А все остальное считается отвлечением на этом пути. Либо отвлечением, либо там, каким-то, знаете, фактором, в котором нужно там разобраться, поделиться, людям объяснить, прочее. Да, там. Ну, вот все вот это вот сикхи вот это, да. Даже сикхская история, несмотря на то, что она является важной, некоторыми сикхами тоже отбрасывается. Ну вот, с точки зрения фундаментального вот такого вот изучения. Я лично историю изучаю, сикхскую, и изучаю ее тоже достаточно, как бы глубоко, насколько получается изучать. И люди, с которыми я тоже общаюсь, сикхи, с которыми я общаюсь, у которых я непосредственно учился,
своим вот представлением собственным, скажем так, да, выравнивал как-то так, да. Они тоже изучают историю достаточно дотошно. То есть прям там, ну, конкретно там есть в Сангате один сикх, у него есть канал на ютубе. Опять же, под Сангатом я имею в виду не группу этих секту, которая объединилась, создала какую-то внутреннюю там свою инициацию. Нет, без вот такого ритуализма. Просто люди ну, которые вот узнали, что сикхи – это сикхи Гуру Вичар. И пошли по этому пути, да. И обнаружили, что всего таких сикхов где-то 10 тысяч людей на огромное количество миллионов или миллиардов сикхов, да. То есть всего там 1010 на планете, да, интересуется. Как люди поняли, да. Создали YouTube-канал специально, да, чтобы темы эти обозревать. Сколько просмотров всего собрали, да, вот за 12 лет подобных публикаций, подобного исследования, ну, собрали 1012, там, 10 тысяч просмотров всего. То есть, ну, 10 тысяч человек проявляют интерес, скажем так, к сикхизму. Это один способ его замерить, да, был такой вот момент. Как-то задаются вопросами, да, и хотят проявлять интерес к традиции. На подобном пути обнаруживается, что очень большое количество современных реалий сикхизма, при том, что все равно удивительная традиция даже вот в ее таком вот формате, в таком вот виде, вот как она есть, там с какими-то нюансами, с точки зрения вот просто периферийного контакта, прекрасно. Я периодически посещаю локальную Гурудвару, и у нас тоже здесь есть посетитель такой, интересный человек, ему уже 57 лет, он по миру много путешествовал и сейчас живет уже в том же городе, что и я живу. И он говорит, что сикхи удивительные люди. Вот, в Гурудвару, если зайдешь, там тебе могут предложить и душ принять, если ты путник, да, если ты путешественник, ты можешь там как-то отдохнуть, тебя там накормят бесплатно, тебе там помогут, подскажут что-то, да, просто по-человечески, тебя не будут грузить там какими-то, вот, примите нашу веру, там, а вы верите в вот, во что-то, вот, возьмите, почитайте бюллетень, всем вообще все равно. Человеку помогли, человек пошел по своим делам, да, ему как бы сева, да, вот, помогли человеку, да, не стали его грузить чем-то. С точки зрения вот такой вот, да, и с туристической точки зрения, все люди отмечают, что вот сикхи, они вот, ну, супер ребята, супер, то есть вот, прям вот выделяются позитивно в этом отношении. В этом спору нет, и это ни в коем случае не попытка как-то вот по этой линии, да, развивать разговор, а попытка рассмотреть сущностную практическую составляющую. Что в этом видео большом и многословном мы могли отметить? Что сикхизм, в нем есть на самом деле много течений. Эти течения, они друг с другом, разумеется, не согласны во многих вещах. Причем очень порой фундаментальных вещах не согласны. В некоторых практиках, в некоторых воззрениях, в некоторых исторических положениях. Ну, в большом количестве вещей. И здесь мы выяснили, что человек, который сейчас вам это все рассказывает, если уж так вот выделить, да, то принадлежит к кругу людей, кто центрирует Сири Гуру Грант Сахиб как некий, знаете, пробный камень, да, истина. А все остальное, вплоть до даже сикхского посвящения современного Кханды Депахул или Амрит Санчар, да, вторичным для сикха, либо даже полностью ну, как бы, ну, не имеющим как бы фундаментального значения никакого, или даже не фундаментального, не имеющего значения. То есть я принадлежу к такому кругу людей, которых также еще зовут ревизионисты. Некоторые люди, ну, которым не нравится, да, вот такая идея. Так что такое вот еще одно введение, и до скорых встреч.